Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, основное. Сейчас мы посмотрим, кстати, не неделю, а следующий месяц, потому что уже последние дни февраля и, соответственно, идет март. Время летит, время бежит. Вот уже третий месяц года. Только вчера мы встречали Новый год, и вот уже первый весенний месяц. Хотя у нас здесь по погоде не могу сказать, что месяц весенний. Сейчас стихия Земля, знаки зодиака Тельцы, Девы и Козероги. Не забывайте про ваш асцендент. Восходящий знак, он влияет на ваше состояние и, конечно же, влияет на ваши мысли и, соответственно, влияет на то, что с вами происходит. Поэтому всегда советую смотреть свой знак зодиака и знак зодиака вашего асцендента. Ну что, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. В конце, как и в каждом прогнозе, будут советы от Таро «Послание стихии» от колоды Ларисы Ренар. Ну и, соответственно, вы сможете задать ваши вопросы и получить на них ответы. Ну что, надеюсь, что все улыбаются. Начинаем с тельцов. Давайте же посмотрим. Важно, что хотят сказать вам карты на месяц март. Дело в том, что те планы, которые вы строили раньше, они на сегодняшний день меняются. Вещи, которые вызывали в вас интерес, меняются тоже. Поэтому следите за тем, что действительно важно для вас в ближайший месяц. По той простой причине, что, знаете, мы растем, мы меняемся. Меняется наше сознание, меняются наши вкусы, наши интересы. И это то, что будет происходить в марте. Поэтому великих планов на месяц март строить не стоит. Лучше разобраться действительно с тем, что же а что нет. Ну и также в этом разборе полетов, так тоже можно это назвать, было бы здорово спросить совета у кого-то. Это не значит, что вы будете поступать так, как вам скажут, но очень часто другие мнения дают инсайты. Вы, слушая других людей и концентрируясь именно на вашем внутреннем состоянии, можете получить инсайт, получить озарение. И, знаете, вдруг приходит шальная мысль, которая, а ведь как же это просто, а ведь вот это то, что надо. Это и с планами, и, конечно же, кстати, с текущими ситуациями, которые волнуют вас. Касаться это может как работы, карьеры, бизнеса, так и отношений и здоровья. Главное, помните, что ваши планы, ваши задачи, ваши цели должны вызывать в вас вдохновение, а не дискомфорт. Иногда дискомфорт может быть вызван тем, что вы не знаете, как этого достичь. Но ведь вам и не надо этого знать. Вы хотите, вы концентрируетесь на результате,
а вот все остальное предоставит вам Вселенная. Главное концентрироваться на результате и ощущать те эмоции, которые вы будете испытывать, когда придет результат. Смотрим дальше. Девы. У вас месяц дежавю называется. Месяц, в который будут происходить события, что вам будет казаться, что эти события уже с вами происходили. Это по той причине, что что-то в прошлом произошло, и не одно, и вместо того, чтобы извлечь опыт, поблагодарить за него и идти дальше, вы не проработали это. Вы просто остались вот там, где это произошло. Я имею в виду ваше подсознание. И, соответственно, те события, те эмоции и охотятся за вами. Так что будьте готовы к тому, что прошлое будет охотиться за вами. Ну, а также по этой карте могу сказать, что будут происходить встречи с людьми, с которыми вы долго не общались. По этой карте, скорее всего, это мужчины. Это мужчина старше 40, рисковатый, скрытый и, конечно же, который ищет закрытие ситуации. Вот давайте, вот так я это вижу, что ситуация с этим человеком не была однозначной, и получается, что человек возвращается для общения, чтобы, скорее всего, для себя закрыть ситуацию. Но я хочу сказать, что вам тоже было бы здорово закрыть эту ситуацию и отпустить этого мужчину, простить и отпустить. Тут присутствуют какое-то раздражение, для некоторых из вас даже злость. А вот раздражение и злость, они мешают вам именно полностью посвятить себя тому, что вам нравится, например, полностью изменить то, что происходит у вас. Вот только отпустив, простив, отпустив и поблагодарив за опыт, потому что, насколько я здесь вижу, опыт был не совсем позитивный, вы можете освободиться от всех этих неприятных чувств и, соответственно, освободиться от событий, которые будут казаться вам дежавю, даже если это будет совершенно в другой сфере жизни. Ведь когда мы не отпускаем, когда у нас подсознательно мы за что-то держимся, и неважно, или это позитивное, или это негативное, почему-то мы не обращаем внимания, если это позитивное, считаем, что так и должно быть, а вот если это негативно, это нас сдерживает. Поэтому и нужно отпускать, прощать, отпускать и благодарить. Когда вы благодарите, у вас меняются вибрации, и вы автоматически переходите на более высокий уровень вибрации, и, соответственно, у вас идет другой посыл энергии, и вы уже притягиваете ту энергию, которую вы излучаете. Выбор ваш, подумайте. Козероги, на что же вам обратить внимание в марте? Обратить внимание на то, что излишние переживания никогда не помогут избавиться от проблем. Когда вы переживаете, когда вы злитесь, когда вам страшно, вы концентрируетесь на этом. Это низкие вибрации, это очень низкокачественная энергия, но
вот так, видимо, нас с детства приучали, потому что все, что происходит, это именно наработанные нами привычки, ограничения, воспитание. И опять же, я никого ни в коем случае не обвиняю, ни родителей, ни бабушек, ни дедушек. Они сами были воспитаны таким образом, поэтому они нам давали все, что они понимали, нам будет надо в этой жизни. Ведь то, что я изучаю до сих пор, то, что я начала изучать, ведь я ж пришла к этому, лет 10 назад. До этого я точно так же концентрировалась на страхах, концентрировалась на раздражении, постоянно крутилось в голове что-то негативное, и очень тяжело было поменять концентрацию на позитив. И у большинства людей это и происходит. Так вот здесь карта говорит о том, что перестаньте переживать. Даже если будут происходить события, которые не совсем вам нравятся, переживания по этому поводу вам не помогут. То, что может вам помочь, это остановиться и первое, поблагодарить за то, что эта ситуация произошла, она все равно несет какой-то опыт, и после благодарности попросите ангела-хранителя, кстати, попросите Вселенную, высшие силы, просто попросите своими словами помочь найти вам выход из ситуации. Не забывайте благодарить, когда вы обращаетесь. И, соответственно, вы не поверите, просто благодаря, вот много раз повторяя слово «благодарю», ваше состояние меняется. Еще одна практика есть – хаопонопоно. Я не один раз уже, у меня есть несколько видео на канале с этой практикой, но, опять же, если вам лень искать, я же знаю, лень искать, не хочется рыться на канале, это всего 4 фразы. Если что-то происходит, и вы не можете унять ваш страх, ваше раздражение, вашу злость, не можете понять, как решить ситуацию. Кстати, это не только для козерогов, это и для всех остальных знаков зодиака, и не только стихии Земля. Повторяйте эти 4 фразы. Прости меня, пожалуйста, мне очень жаль. Я люблю тебя, благодарю тебя. Это гавайская практика, она очень многогранна, и всего 4 фразы могут помочь выйти из любого ступора и из любой непонятной или негативной ситуации. Попробуйте, но, как всегда, повторять надо очень много раз. Просто повторяйте ее 10-15 минут, повторяйте эти фразы, ни о чем не думайте, ни на чем не концентрируйтесь, просто повторяйте. И действительно, знаете, я представляю, когда я повторяю это, я представляю эти фразы, и все. Первое, что это дает, это замедляет внутренний диалог, замедляет бег мыслей, и, соответственно, у вас меняется отношение к ситуации. Тут действительно иногда я не то, что не понимаю, да я понимаю, но все равно это волшебство. Попробуйте, помогает. Ну что, и общий совет для стихии Земля на март. У вас в руках есть сила. Вы можете контролировать свои мысли, вы можете контролировать то, что с вами происходит. Единственное, что
не пережимайте, не слишком давите на себя и на ситуации, и тогда все будет происходить плавно. Это карта сила, и она говорит, что все в ваших руках. А теперь загадывайте желания, задавайте вопросы, озвучивайте ваши цели, и мы сейчас посмотрим, что же посоветует нам Лариса Ренар и ее Таро «Послание стихий». Интересные советы дает эта колода и, соответственно, показывает, на каком периоде вы находитесь по отношению к исполнению вашего желания. Давайте посмотрим для тельцов. Вам нужно терпение и отпустить хватку. Все усилия, которые вы прилагали, они не прошли даром. Просто еще не время, чтобы желание исполнилось. Тут нужно еще и отпустить ситуацию, отпустить свое желание, ни на что не надеяться, а просто идти и делать. И тогда ваше желание исполнится. В ближайший месяц я вижу только частичное исполнение желания, но будут перемены и будет продвижение. Девы, могу сказать, что вам надо просто легче относиться ко всему, что происходит в вашей жизни сегодня. Будьте более открыты. Ведь желание должно даваться легко. И, соответственно, плывите по течению вариантов, не выбирайте сценарий. Сценарий вы не можете выбрать, это вы не можете распланировать. Вы можете только чувствовать и ощущать результат. Вот это единственное, что может помочь приблизить исполнение желания. И положительный ответ на ваш вопрос. Могу сказать, что для тех, кто задал вопрос, если вы не будете держаться за этот вопрос, и знаете, вот как сидит человек и говорит, ну вот сейчас, займитесь чем-то другим. Уберите важность, уберите ваше внимание, и вы тут же получите ответ на ваш вопрос, и такой, как вы бы хотели. Козероги. Дело в том, что у вас не хватает знаний для того, чтобы ваше желание исполнилось. Наберитесь терпением, ищите информацию для того, чтобы полностью понимать, для чего вам нужно то, что вы загадали, и что же для этого надо делать. А в ближайший месяц у вас будет именно работа над достижением того, что вы загадали. Ну вот и все. Вот что самое основное и самое важное хотели вам сказать карты на март. Ну а я желаю вам счастья по умолчанию. Помните, счастье – это состояние души, и не зависит оно ни от каких внешних обстоятельств. Решите быть счастливыми, и вы будете ими. Люблю вас, мои дорогие. Пока!